Если у вас есть ребенок, то следующий подкаст обязателен к просмотру. Мы до сих пор в топ-3 мировых стран по детским подростковым суицидам. Детям жить не хочется рядом с такими родителями. На государственном уровне нужно сделать закон, чтобы все родители посмотрели этот подкаст, потому что в нем суть просто. И мы вдвоем лежим и оба обнимаемся и плачем. Я думаю, как это классно. И в этот момент ребенок понимает, что ему можно плакать. Разобрали ошибки, разобрали правильные действия, неправильные. И поняли, что родительство — это профессия, над которой надо работать. Быть родителем – это профессия. И этой профессии нужно учиться. И в этом выпуске мы разобрали по полочкам, что нужно делать. Не знаю, это было гениально. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Для нас это лучшее подтверждение, что мы делаем что-то действительно стоящее. А я считаю, что мы действительно делаем что-то стоящее и ценное. Поэтому просто дайте нам подтверждение в виде своей подписки, лайка и комментария. От души. Ой, ребята, интересно будет. Сегодня у меня в гостях человек, который разбирается в отцовстве, в родительстве. Асхат Абжанов, профессор гуманной педагогики, семейный коуч. Все верно? Еще автор книг. Да, 2 книги есть. О, супер. Вообще, чтобы вы понимали просто, кого я зову. Не просто так, серьезные вещи тут делает. Круто, очень рад, что здесь. Сразу можно вопрос? Гуманная педагогика. Что это значит? Это целое направление в педагогике. Простыми словами, есть 2 направления в педагогике. Авторитарные – это такая жесткая, строгая педагогика, которая держится на власти. Вообще авторитас переводится как слово «власть». Представляете, да, вот стоит такая учительница или мама строгая, у нее есть в руках власть, она может делать с ребенком все, что хочет. Есть гуманная педагогика. Она выравнивается, да, ребенок стоит наравне с педагогом, с родителем. И эта педагогика держится на любви, на диалоге, на понимании ребенка. Она не популярна, наверное, в Казахстане и в СНГ, но есть в каждой школе, наверное, 1-2 таких вот гуманных педагога, которые все любят, да, из-за которых есть смысл ходить в школу. И именно об этом учителе дети вспоминают там после выпуска из школы. Точно. У вас была такая учительница? Людмила Ивановна. Вот. Она просто вне школы мы ходили в библиотеку, Да. она нас знакомила с литературой, поощряла, я помню, кто там больше всех сдаст там стихов, там что-то еще, она нам какие-то игрушки дарила за это. Хотя не должна была это делать. Вообще да, нет. Но это так заряжало, и мы в таком энтузиазме были на ее уроках. Да. А потом все, дальше уже салам алейкум. Вот такую педагогику мы хотим внедрить во всех школах, во всех образовательных учреждениях и во всех семьях Казахстана. Это 100% крутое намерение. Предлагаю сегодня вообще в целом мне как родителю, который вообще только недавно начал в этом плане смотреть в ту сторону, в эту сферу, хочется какую-то услышать, понять такую, так скажем, правильную методологию воспитания ребенка, чтобы он потом получился здоровый, инициативный, проявленный, ответственный, не зашуганный, не дерганный, а такой классный, счастливый, здоровый человек. Попробуем. Давайте. Да. С чего все начинается в родительстве? Первое, я не люблю, когда говорят правильно или неправильно. Мне говорят, Асхат, а правильно ругать детей или неправильно? Бить это правильно или неправильно? Это все зависит от того, какова ваша цель, да? То есть каким вы хотите видеть ребенка на выходе. Вы сейчас сказали, проявленный, инициативный, да? У вас есть свои критерии, какими качествами ребенок должен обладать в будущем. Да. Алим в 20 лет, например, да? Проявленный, инициативный, такой открытый и так далее. Теперь вы смотрите на сегодняшний день и думаете, я сейчас запрещаю ему перечить мне и спорить со мной. Говорят, папа всегда прав, не спорь со мной. Да. Теперь вы думаете, то, что я сейчас делаю, это поможет в будущем быть ему инициативным, проявленным и уверенным в себе. Да? Вот и все. Кому-то окей, чтобы ребенок был тихим, робким, послушным. Там затыкать ребенка, не давать ему права говорить, это будет правильно по отношению к их стратегии воспитания. Вау. Понимаете, да? Да. То есть каждая семья уникальна, каждый ребенок уникален, подход родительский тоже уникален. И важно понимать точку Б. Супер. Финальную картинку, каким мы хотим видеть ребенка. По сути, это как бизнес, да? Это тоже как бизнес. Идеальная картина, ты ее вначале описываешь, и от обратного понимаешь, в чем разница между текущей ситуацией и будущим. Да. И понимаешь, что оттуда нужно сделать. Да? То есть мы понимаем то, что сейчас я сделаю, как оно скажется на будущем. Можно здесь прям момент зафиксировать? Давайте. То есть давайте так, опишите идеальную картинку, каким вы видите своего ребенка в 20 лет. 5 качеств, например, да.
Сильный, ответственный, инициативный, там, любознательный Да. и так далее. Все, давайте как первый этап это зафиксируем, прям остановите на паузу, поставьте и зафиксируйте это. Ну вот я сразу подумал, возьмем на примере Алима. Да. Хочется, чтобы он был очень позитивный человек, такой, который несерьезно относится к этой жизни с точки зрения, там, легко преодолевает барьеры, не уходит в себя, такой вот заряженный. Стрессоустойчивый, наверное. Да, стрессоустойчивый, Ага, да. ага. Второе, это чтобы он был ответственный, то есть он вот, типа, он сказал, все, это значит человек слова, да, то есть держит ответственность, да, является причиной в своей жизни. Не вот это там, Да. что я могу сделать, как я там это, без нытья, а вот такой классный парень. Третье, это такой проявленный, способный продать идею, рассказать что-то, пригласить, запартнериться с кем-то, пригласить классного сотрудника. Не знаю, ну то есть как такой человек, который прям вот способен создавать движуху, да, скажем Да, так. да. Четвертое — это многогранная личность, то есть он в каждую единицу времени поступает так, как соответствует ситуации, где надо расстраиваться, где надо радуется, где надо такой мягкий, где надо жесткий. То есть не шаблон. Есть же люди шаблоны. Да. Всегда серьезные. Не в тему, везде. Да? Вот чтобы он был гибок. И пятое — это, наверное, такой идейный, креативный. Как папа, да? Да. Что-то не получилось, ладно, окей, можно так. Да, То есть да. там идея такая, ну вот примерно вот так. Круто. Вот теперь загадка. Вот Алим должен быть ответственным. Теперь, если вы сейчас проверяете его там уроки, например, да, говорите: Алим, сделай то-то, убери свои вещи. Ты почистил зубы? Точно почистил? А ну-ка подойди, дай посмотрю. Если вы будете все время проверять, контролировать его, будет ли он в будущем ответственным? Скорее всего, нет, да? Потому что он знает, что есть внешний какой-то наблюдатель, контролер, который всегда напомнит, проверит, перепроверит, исправит, поможет, сделает. И в будущем ему всегда нужен будет контролер. А ответственность — это когда ты отвечаешь за то, что ты делаешь, ты находишь решение, делаешь, и тебе не нужен внешний контролер. А можно я сразу возражение кину Да. сюда? Вот я уже Окей. от зрителей чувствую это, Да-да-да. типа, а если он не почистит зубы вот в тот день именно? Может быть, не почистит. И? Вопрос, как донесли ценность эту? Как объяснили, почему важно чистить зубы? То есть Понимаете? не просто чисти Мгм. директивно, да, вот так, Да. а типа почисти, потому что у тебя будет там вкусно пахнуть, с тобой будут общаться, играться, типа Ну, такого, вот да? как-то вот найти такие аргументы, которые и вот не сюда, а вот сюда зайдут, он скажет: о, я понял. Например, Алиму понравилась там девочка в школе или в садике, да? И вы говорите: Алим, завтра с ней встретишься? Встречусь. Слушай, а представь, ты к ней подошел, да, а у тебя неприятно пахнет изо рта. Как тебе будет? Она будет с собой дружить? Он говорит: не будет. А что нам нужно делать, чтобы так вот не было? О, чистить зубы? Ай, молодец, Алим. Сможешь? Смогу. Ай, мужчина, делай. Все, он пошел, почистил зубы. Супер, блин, То есть, опять же, круто. аргументация должна быть на каждого ребенка своя. Вот как будто у них здесь такие вот есть замочки, да, вот в сердцах. И вот нужно подобрать ключик, который этот замок скроет. Не бывает универсальных решений, не бывает вот Вот. стандартных ключей, которые вот на любой, да, замок. Да, супер. То есть, ну, грубо говоря, нужно попасть, если с логичной Да. точки зрения, то есть аргументировать каждое там решение, действие с точки зрения его интересов. То есть, чтобы Да. он видел, для чего ему это нужно. Интересов и осознанность, чтобы он осознавал, для чего это нужно делать. Тогда он будет ответственный, он будет осознанный, осознавать, зачем он живет, что он делает, зачем он учится, зачем он развивается и так далее. Супер. Поэтому часто говорят: а вот если вот сейчас вот ваша гуманная педагогика помешает, и ребенок вообще ничего не будет делать. Я говорю: да не бывает такого. Ребенок всегда что-то делает, всегда что-то хочет делать. Да, Энергия прет, важно эту энергию правильно направить. точно. А мы пытаемся так бам, кувалдой по голове просто делать то, что тебе говорят сверху. Нравится, не нравится, терпимая красавица. Да. Это такой окей. старый подход, он не рабочий, вообще не рабочий. Я тоже чувствую, что он Тем более с отмирает. современными детьми. Может быть, раньше когда-то, в советское время это еще работало, когда была авторитарная страна, был режим, когда быть инакомысленным, да, мыслить по-другому, возражать, быть креативным, это было опасно, тебя могли там, не знаю, репрессировать, расстрелять. То сейчас уже другое время и другие дети, Да. другое поколение. Жана Казахстан. Типа такого, да. По сути, вот я недавно, у меня такой был случай, один раз я на Алима наехал, прям вот был момент, я эмоционально не сдержался и что-то ему там наговорил, и он такой: окей, пап, а зачем ты же мог мне это спокойно Да. донести? Да. А я же, в принципе, это и так делаю, и мне так раскидал спокойно. Красавчик. Мне
так стыдно стало. И я, естественно, наехал еще раз. Типа, я же Ай-яй-яй. папа, потому что Ай-яй-яй. ты понимаешь, что Ай-яй-яй. он тебя схавал. И я такой... Вот, кстати, моя первая книга называется «Мой маленький учитель». Она про то, что дети, по сути, наши учителя, они нас учат. Вот представьте, Алим говорит: пап, ну ты зачем орешь, да? Скажи спокойно, я же пойму. То есть он объясняет, как разговаривать, как относиться к маме, да, как относиться к жизни. Много чего они полезного говорят, но не все готовы это воспринимать. У нас на голове такая корона невидимая, и мы говорим: я же отец, в смысле? Щегол, ты меня будешь учить? Я же мать, нифига себе ты тут меня тут учишь, да? Давай иди там, зубы почисти и спать, типа такого. И вот в этой книге я раскрываю суть, что дети наши учителя, и они столько мудрости нам принесли. Возможно, Всевышний нам отправил этого ребенка, чтобы именно эту мудрость ребенок передал родителю. Но мы как будто бы мы слепые, мы глухие, мы ничего не видим, не слышим от ребенка. Мы только вот исходящий поток. Говорим, что делать, как жить, что делать, что не делать, как плакать, как не плакать и так далее. А я считаю, что вот нам 2 глаза, 2 уха даны не просто так, да? И 1 язык. Может быть, это для того, чтобы мы 2 раза больше наблюдали за ребенком, присматривались, что он делает, как он живет. 2 раза больше слышали, что он говорит, о чем он говорит, какие у него интересы, мечты, планы. И в 2 раза меньше говорить ему, как жить. А у нас реально как будто бы глаза закрыты, в ушах пробки, и у нас вот такой 2 языка у современных родителей. Вот это вот больно, это не круто, короче. Да, согласен. Окей. То есть я сейчас, можно резюмирую? Да, Получается, что ты, когда нарисовал идеальную картину, второй шаг, ты понимаешь вот эти качества, и, ну, допустим, их 5, ну, условно, да, да, и ты оттуда задаешь себе вопрос, тогда как я должен сейчас его да, воспитывать, да, чтобы вот это качество, да. ну, создалось, Или, правильно? или что я должен перестать делать сейчас, что помешает ему в будущем быть таким. Давайте это практически закрепим. Попробуйте такую устроить саморефлексию, где вы выписали вот эти качества своего ребенка, и задайте себе вопрос, а что тогда нужно делать сейчас или что не надо делать сейчас, чтобы вот эта штука, ну, его вот это качество проявилось. А если вам сложно, тут, кстати, чат GPT в этом плане очень хорошо подходит. Просто напишите ему: я хочу воспитать ребенка, который в 20 лет будет вот такие-такие качества иметь. Что нужно сейчас сделать, чтобы эти качества проявились? Все. То есть сейчас даже думать человеку современному, в принципе, Прикольно. не нужно. Что Ну, дальше идет? кстати, часто говорят: я хочу, чтобы ребенок был такой смелый, да, бесстрашный, ничего не боялся. Да. Но при этом каждый день ругает его за ошибки, за плохое поведение. Что-то он не то сделал, ошибся, поругать. Теперь, когда родитель ругает ребенка, у него в голове появляется мысль, что ошибаться это хорошо или плохо? Это плохо, очень больно. Плохо, это больно, И нельзя. лучше я не буду действовать. Лучше я ничего не буду делать, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Теперь у него появляется страх. Он боится поднять руку на уроке, ответить учительнице. Он боится выйти на сцену, подойти к человеку, поздороваться, да, рассказать стих, хотя он знает, он может это сделать. Боится. И потом мы имеем общество людей, которые боятся действовать. И потом ходят к психологу и не могут разобраться, Да, почему вот я та самая проявленность, о которой вы говорили в начале, да? Да. Проявленность нету, потому что мы забитые. Мы Да. поколение забитых детей, которые не могут проявляться, не могут говорить, не знаю, выступать на сцене. Почему не все ведут свой блог, да? Вот вы ведете, да, классно все получается. А кто-то вот боится камеру взять, показать себя на камеру. Потому что в детстве сказали: давай там не выпендривайся, сиди тихо, там много не говори, не болтай, а то еще лишнее ляпнешь, да, не то скажешь, опозоришься, 2 получишь. Ёлки-палки. То есть вот можно тут такой тонкий момент резюмирую, да, что Ага. по сути те действия, которые мы делаем в рутине каждый день, на самом деле имеют накопительный эффект, и впоследствии, представьте, вот этот ребенок ваш, его судьба, она вот сейчас вы на нее влияете с точки зрения своих действий. Конечно. Это И- программа, по сути. И вот вы внутренняя. можете быть нервные из-за работы, чего-то еще, и втыкать ребенка из своих убеждений, нервозности и так далее, а потом иметь человека, который в 20 лет там не будет действовать, не будет чего-то хотеть, а потом будете ходить и переживать, что вот он у Да. меня не такой вот там, как вот тот ребенок. Ничего не хочет, ничего не делает, лентяй, сидит в телефоне, да. Ой-ой-ой. Всего боится, неуверенный в себе. А вот эта вот история, когда я слышал просто, что если вот ребенок к чему-то тянется, ему часто бьют по рукам условно, да, Мгм. то у него уменьшается обладание, способность иметь что-либо в целом да. в жизни. Конечно. И такие люди, они потом мало зарабатывают, мало имеют, потому что они боятся иметь, короче. Да. То есть вот эти все действия, они имеют вот такие, да, последствия. То есть ребенок, он как белый лист приходит, и мы туда записываем программы.
Ошибешься — это плохо, будешь наказан. Будешь много хотеть — по башке получишь, да? Будешь много болтать — будешь наказан и так далее. И вот теперь с этими программами он живет всю жизнь. Офигеть, блин, я вот, можно тут тоже сразу поделюсь? У вас такая классная прям реакция, прям вот эта, Да. мощная. Короче, Ага, я вот хожу к Рае, к да. психологу, и у меня ситуация такая с детства. У меня мама, ну, папа долго ждали меня, 7 лет. Поэтому меня Арман зовут, потому что мечта, долго ждали, долго не получалось. До меня было 4 выкидыша. М, И они меня гиперопека была. То есть и у меня мама переживала. Я ее прекрасно понимаю, да, там, ну, я бы столько не ждал, сколько она ждала. И она из-за этого переживала за то, что я там могу. Здесь мне в глаз попадет, тут, там. Да-да-да-да-да. И, короче, фоново я, по сути, мне зашили программу, что везде может быть опасность. Да. И я только в этом году, в 28 лет, осознал это, что это не моя программа. И когда я это убрал, я не знаю, я в шоке был. Я Мгм. был в шоке. И вы, вот кто смотрит сейчас, являетесь следствием тех программ, которые заложили родители, по-любому. Мгм. И осознаете, не осознаете, они есть. Чаще всего неосознанно происходит. Неосознанно, да, мы Да. живем. То есть там, если вы пойдете в терапию, начнете это осознавать, там у вас точка роста, там, x10, да? Поэтому, кстати, рекомендую. Ну, я бы, знаешь, что добавил бы еще, чтобы сейчас наши зрители не стали обвинять родителей, что Да, вот вы да, да, там да, 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 да. позаписывали нам негативные программы. Я считаю, что ну, во всем есть благо, во 100%. всех этих программах тоже есть благо. То есть та программа, что Арман, там не беги, ударишься, упадешь, там, да, там в глаз тебе что-то попадет, Сберегла меня. она берегла, эта программа помогала в определенный период жизни и 100%. помогла достичь чего-то в жизни. Но у каждой этой программы есть свой срок годности. Вот, 100%. Поэтому в этом году как бы, ну, пришло время поменять эту Да, программу. да, да, да. И я прям когда в этом году это осознал, Да. а у меня сейчас такое ну, намерение стоит на новый масштаб, а там рисков, ну, бесконечное множество. Мгм, мгм. И если обо всем переживать, можно сойти Ну, с ума. конечно, да. И я помню, вот вышел, маме звоню, говорю, мам, просто благодарность, Мгм, любовь, я бы на твоем месте сдался бы. Да, То, что ты меня родила, и прям со слезами на глазах, реально говорю, просто спасибо. круто. И при этом, говорю, и при этом, прикинь, оказывается, что вот это мне сейчас мешает, поэтому я понял, что, оказывается, это твое, надеюсь, тебе с этим несложно живется. Ну, а я, короче, решил с этим дальше не двигаться, поэтому имею в виду. Классно. И она такая, да, конечно, ну ты уже другой там и так далее. Ну, то есть, прикольно. Это я сейчас к тому, что мы сейчас с вами тоже закладываем вот эти плохие вещи. И я тут, чтобы не быть идеальным там каким-то с Инстаграма отцом, хочу сразу сдать себя и рассказать про свои косяки. Мгм, Вот то, что я делаю, как я чувствую мгм. плохо в отношении детей. И вот можно на моем примере разобрать, какие последствия у этих действий и чем их можно заменить, да, Окей. вот скажем так. Вот у меня из-за того, что я в компании, да, у меня там, я управляю, командую, часто бывает такое, что я директивно задачи даю, да, допустим. Сейчас нам надо вот так сделать, да, допустим, потому что, ну, уже есть опыт, видение и так далее. И иногда за 15 минут дороги не успеваешь переключиться, да, скажем так, с этого М, режима. И я домой прихожу и ловлю себя на мысли, что я такой, сюда встали, вот сюда ушли, вот это не делаем, вот так будет, вот туда пошли, вот сюда встали, встань, поднимись, уйди, встань, ляжь, попей, вот это все. мгм. Вот какие у этого будут последствия? Как есть? А как дети реагируют на это? Ну, чаще всего с задержкой такой, типа, встань туда, пойди, окей, типа, пошел. Мгм. Ну, то есть такое. А это Иногда, справедливое, ну, пожелание встать короче, туда, пойти туда, или это такое неадекватное? у этой как бы программы, или как это называется, ну, паттерна, да, вот Да-да, это ага. действие повторяющегося, есть иногда позитивное. То есть Мгм, мгм. срочно надо убраться, гости придут. Пацаны быстро сейчас собрались, убрались. Ну, допустим. А бывает там, ну, нервный пришел, быстро ушли, все, сделайте так, вот это вот. То есть я вот про негативный аспект, скажем так, вот этого. Вообще, я думаю, такое поведение это окей, при условии, что мы можем об этом поговорить с ребенком. То есть, если мы будем стараться быть идеальными, такими супер-мега-гуманными родителями, которые вот так вот, не знаю, летают, да, над землей, то, возможно, тоже мы как бы и в другую крайность ведем. Мгм. Пусть видят, что папа тоже иногда приходит уставший, иногда приходит нервный, да, раздраженный, скажет, а ну-ка встали, быстро там, иди туда. Такое тоже окей, при условии, что потом мы можем сесть с детьми и поговорить. Знаете, вот я вчера там, помните, сказал вас там, может, поругал, да? Сказал, ну-ка встали, ушли.
Это не потому, что я вас не люблю, не потому, что я злой, да? Потому что у меня на работе там немножко проблема была, я не успел переключиться. Значит, что вы имеете в виду, что я вас сильно люблю? Да, то есть как бы они увидели ту картину строгого папы, как будто бы, может быть, несправедливого в тот момент, но потом увидели, что папа тоже человек, тоже живой человек, у которого свои проблемы, сложности, переживания, там срывы бывают, да, какие-то. И он говорит, дети, это не то, что там вы плохие, я плохой, просто такая ситуация была. И что имейте в виду, да, что я вас сильно люблю, несмотря ни на что. Если сильно где-то вас, может быть, обидел, был несправедлив, вы меня за это простите, пожалуйста, дети. Вы меня такие хорошие. Да? Окей, И окей, все это, да, у все. детей как бы есть и та сторона, они такие, о, папа классный. Супер. Вот этот можно момент зафиксирую. То есть получается важно именно после какой-то эмоциональной вспышки, если вы там, ну, условно, газанули, важно потом сесть и этот момент прояснить. Ну, Мгм. то есть Проговорить, да, как где-то вот попросить как прощения со даже. взрослым человеком Да, также, то есть ты там, ну, там, конечно. с женой, с кем-то еще бываешь же за там разное время, там, когда ты взаимодействуешь, ты косячишь, какую-то ерунду делаешь, и вот тут то же самое. Мгм. Просто сесть, открыто проговорить, Да, да. если надо извиниться, если надо, ну, объяснить ситуацию полностью, да? Мгм. Окей, Вы супер, когда-нибудь супер. извинялись перед детьми? А? Просили прощения у детей? Было, да, Да. было. Тяжко, сложно? Ну, были моменты, когда я прям, наоборот, прям хотел это сделать, потому что я М. там перегибал, да, допустим. Это очень-очень важный момент, я вообще всем рекомендую, потому что мы же не идеальные люди, мы не Мгм. идеальные родители, мы по-любому совершаем ошибки, Да. мы по-любому косячим, но в этом тоже есть благо, есть польза, да, потому что благодаря этим ошибкам у нас появляется повод прийти к ребенку, поговорить с ним искренне и попросить прощения. Для многих это невероятное испытание. Не могут. Опять же, вот эта корона на Эго. голове, эго, гордыня, говорит, нифига себе. Я буду перед этим родитель. щеглом, перед детьми извиняться. Не канает, да? Но почему это важно делать? Во-первых, мы часто ждем, чтобы дети извинялись за свои ошибки, да? Да. Вот что-то там разбил, сломал, не сделал, попроси прощения. И что в этот момент делают дети? Не делают этого. Нет, они говорят, пап, прости. Мгм. Мам, прости. Кишерш, прости. Мгм. Это искреннее прощение, просьба прощения? Мгм. Нет. То есть папа попросил, чтобы он сказал прости, он сказал прости. Это Да. просто слово. Это просто 6 букв. Без смысла. Без смысла, не имеющие в себе ни энергии, ни чего-то такого глубокого, да? Теперь вопрос, а почему дети так просят прощения не искренне? Почему они не могут прям с сожалением искренне попросить прощения? Потому что им никто не показал, как это делается. Их никто не научил искренне раскаиваться и просить прощения за свои ошибки. Нету личного примера. Нету личного примера, да. Ты можешь 10 тысяч раз объяснять, как просить прощения, лучше один раз показать. Лучше один раз сесть перед кроваткой сына, когда он засыпает, да, и сказать, сыночек, прости меня, пожалуйста. Я у тебя такой, наверное, плохой папа. Вот я вот сегодня сорвался на тебя, поругал тебя. Это было несправедливо. Прости меня, пожалуйста, сыночек. Я так сожалею об этом, но знаю, что я тебя сильно-сильно люблю. Я буду стараться больше так никогда не делать. Я люблю тебя сильно-сильно, я горжусь тобой. Ты у меня такой хороший. Да, и может быть, если еще отец в этот момент как бы проявит эмоции и расплачется, да, хотя бы одну слезинку пустит, все, для сына это будет наилучший пример на всю его жизнь. Что такое искренне просить прощения Мгм. перед Мгм. теми, кого ты подвел, кого ты подставил или кого ты там, ну, сделал, кому ты сделал плохо или больно. Окей. Не уходим в чувство вины. Держимся. Нормально, Да, ну и нормально. плюс второй аргумент, почему важно просить прощения, потому что на самом деле мы косячим, да, и у детей это накапливается, как воспоминание, да. Если сказать там взрослому человеку, что ты помнишь из детства, да, будет, конечно, несколько ярких моментов, но будет очень много негативных моментов, где поругали, наказали, оскорбили, унизили там и так далее, да. И представьте, взрослые люди на своей спине, вот это как мешок, всю жизнь несут эти негативные воспоминания из детства. И это мешает им очень сильно, ну, как бы раскрыть, да, плечи и жить полноценной жизнью. Когда же мы просим прощения, обнуляется. Мгм. Мгм. Ребенок говорит, Мгм. ладно, пап, да нормально, ничего страшного. Мгм. Ну, поругал, ну что, я сам виноват. Да. Пап, ты у меня классный. Все, Мгм. обнулил, забыл, Историю очистили, короче. очистил, delete. Супер, Кэш супер. очистили, Блин, да-да-да-да-да. прикольно. То есть давайте тут тоже момент, что если вы чувствуете внутри, у каждого из нас есть вот эти вот такие весы справедливости, Да. и мы их чувствуем,
Но там эго, допустим, начинает это оправдывать, да, допустим, ну ты же взрослый, это же твой ребенок, твой там, кто он щегол, ты Да. взрослый. Это не стоит того, чтобы ребенок в итоге в долгосрочной перспективе имел с вами не очень связь и плюс к этому еще ко всему имел обиду на всю жизнь. Мгм. Проще сейчас вот это вот эго свое засунуть там куда-нибудь, Да. пройти к нему. Это ваш самый близкий человек. То елки-палки, что перед ним может быть, где ты можешь быть слабым? Да не можешь ты быть слабым. Мы даны друг другу как семья. Это вот те люди, перед кем не должно быть вот этого вообще. Эго, Да. вообще, как может быть перед самым близким эго? Вообще его нужно убирать. Все, давайте зафиксируем. Мы извиняемся, если косячим, и это делаем, ну там, сразу, не затягиваем на И максимально дни. искренне. Да, 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 не для да. галочки. Не шаблонно, Не типа шаблонно. перезвоню позже, не вот это, да, Да, сообщение, да, короче. да. Все, супер, зафиксировали. И очень важно понимать, да, что мы никогда не сможем стать идеальными папами, мамами. О, окей. Мы по-любому будем ошибаться. И ошибаясь, мы будем просить прощения. Это как, говорят же, Всевышний создал людей. Если бы люди были бы идеальные и безгрешные, то Всевышний бы уничтожил бы всех людей и создал их заново. То есть люди будут грешить, и они должны грешить для того, чтобы прийти к Всевышнему и покаяться. Если такую вот аналогию проводить, что Да. мы в любом случае, мы как родители, мы будем допускать ошибки. Мгм. И это окей, и, возможно, это нам нужно для того, чтобы мы научились просить прощения. Осознавать, что мы не идеальные, раскаиваться, просить прощения и стараться быть лучше. Принято. Зафиксировали, да? Да, зафиксировали. Дальше двигаемся. Кстати, еще вот такая маленькая рекомендация. Иногда мы же совершаем ошибки неосознанно. Ну, идем по телефону, общаемся, там, сын что-то спросил, папа, там, посмотри на мой рисунок, или там, пап, как там, ну, что-то спрашивает, да? А мы такие, подожди, я занят, там, алло, да-да-да, все, съемки вот Восток, это будет, давай, я еду, например. Ребенок в этот момент обиделся, ему было важно, чтобы отец был рядом сейчас. Может быть, для него какая-то супер важная, для него в тот момент событие происходит. А пахан на телефоне или мама. Поэтому иногда я рекомендую иногда просить прощения, даже не понимая за что, для профилактики. Мгм. Я вот приведу пример. У меня вот 4 детей, и вот старшая дочка, ей 10 лет сейчас. И я, наверное, последние года 3-4 практикую. Иногда вот лежу рядом, да, вот убаюкиваю ее, там сказки рассказываю. И говорю, Азионечка, прости меня, пожалуйста. Ее зовут Азире. Я говорю, Азире, прости меня. Она, папа, за что? Я говорю, ну если вдруг я тебя где-то обидел, может быть, не был рядом, да, я сейчас много путешествую, там командировки, работы много у меня. Если вдруг я должен был быть рядом, а меня не было в этот момент, Мгм. прости меня за это. И он все время говорит, да, пап, конечно, хорошо, пап, ты мне самый лучший. И вот однажды это было так больно, да? Я лежу и думаю, да, еще раз для профилактики. Азире, она говорит, ау, папа, я говорю, прости, пожалуйста, меня за то, если где-то тебя обидел, может быть, да, не был рядом с тобой, был несправедливым. И молчание. Она молчит. Такая тяжелая тишина. И она говорит, хорошо, папочка. И все, у меня кого-то вот, не знаю, меня кого-то ударили по голове. Я такой, Чё-то, да? что-то было, в общем. Да, да, Что-то, значит, было такое. да, И она говорит, хорошо, папочка. И я в этот момент я понимаю, что, значит, я где-то допустил ошибку, да. где-то ее обидел, возможно, да? Она это переварила, обдумала, не торопилась, выждала паузу, прожила это состояние, потом говорит, хорошо, папочка. Я говорю, спасибо тебе, Зире, ты мне такая умничка, такая мудрая у меня. Спасибо, я буду стараться быть хорошим папой для тебя. То есть практика просить периодически прощения позволяет, грубо говоря, если были даже какие-то косяки, обнаружить их и минимум их загладить, а максимум там узнать и решить ситуацию, если требует. Может, она. даже их не обнаружим, но мы обнулим. Я не стал спрашивать, Азир, а что там было? А где я тебя видел? Ну-ка скажи, да? Зачем мне это надо? Мне важно, чтобы у нее внутри было все хорошо, да? Чтобы она убрала и никакой там мусор в виде обид не носила в себе, в Супер. душе. Интересно. Хороший лайфхак. Продолжайте такие делиться тоже. А Окей. я вот насчет этого хочу сказать такую вещь, что ам, я забыл, как этот термин называется. Ну, короче, мы сейчас сюда его вставим. Мгм. Когда ты человеку не даешь подтверждения, а он тебе что-то говорил, вот, например, вот ты шел по телефону, и ребенок говорит там, как тебе мой рисунок? И ты прошел дальше, Да. да, допустим. Ага. В этот момент, оказывается, это создает такой эмоциональный заряд. И это причина конфликтов вообще. И когда мы в отношении даже людей не даем кому-то подтверждения, типа, ну, условно, там, в этой ситуации надо было сказать, сейчас, секунду, я быстро так говорю, потом, типа, поговорим. И дальше пошел говорить, ты в этот момент его внимание как бы сохранил при нем. Ты ему сказал, да, я тебя вижу, сейчас, подожди. И он в этот момент, все, он понял.
Это как, я же, сообщение в WhatsApp, когда ты пишешь кому-то, 2 галочки стоит, но не отвечено. Да-да-да. В же думаешь, Да. вдруг обиделся, Ага. или, может, вообще там с ума сошел. Ну, короче, начинаешь думать. А человек просто элементарно не дал подтверждения. А надо просто было написать, реакцию отправить. Или Да. сказать ок, типа такого. И это очень сильно создает вот эти напряжения. Вспомнил такую ситуацию. Во время карантина, помню, были всякие эфиры. Я помню, конференция была какая-то, кажется, педагогическая конференция, где меня пригласили выступить перед там директорами, завучами школ. Я сижу дома, вот, ну, в кабинете у себя поставил ноутбук, что-то там рассказываю, говорю. И тут забегает сынишка, Хайсар. И что-то начинает там, папа, что-то мне говорит. И, ну, у меня тут 100 человек в эфире, да, со всего Казахстана, там слушатели. И сын, который дергает меня. Что бы вы сделали на моем месте? Ну, наверное, там его бы максимально там успокоил бы, передвинул бы и дальше продолжил. Да. И вот я так сначала подумал, потом думал, блин, а кто сейчас для меня важнее? Да, сын, который что-то вот сейчас ждет от меня? Или эти 100 человек, которые, ну, в принципе, взрослые, осознанные люди? Я говорю, извините, сейчас минуточку. А так взял его, на себя посадил, на коленки, говорю, Кайсар. Он говорит, папа, ты со мной поиграешь? Потом я говорю, конечно, поиграю. Сейчас закончу конференцию и поиграю, хорошо? Хорошо, папа. И все, и он убежал, и я продолжил, и они все такие смотрят на меня, типа... И это пример был? И они такие, как, типа, ну, прикольно, а вот вам, ну, типа, нормально было вот нас оставить? Я говорю, да, в принципе, никто не обиделся. Я говорю, да нет, не обиделись. То есть они удивились от того, что, оказывается, можно в момент какого-то рабочего процесса Выбирать ребенка. остановить этот рабочий процесс и переключиться на ребенка. Круто. Потому что 100 человек, взрослых, осознанных, они переживут эти 5 секунд паузы. Прикольно. А ребенку это сейчас важно. Если я сказал бы, иди отсюда, иди мне в эфир, мне тут люди, мне тут деньги заплатили, я тут, папа работает, да? Ну, он бы ушел бы и не понял, папка, что, меня не любит, что ли, например. А все, я с ним поговорил буквально там секунд 5-7, может, 10 секунд, да? Ничего Окей. не изменилось. Поэтому в этот момент, когда вот мы вот здесь, можно сказать, алло, брат, сейчас, минуту. Да, рисунок, блин, классно, супер, да, поцелуй. Спасибо тебе. Поговорю, хорошо? Давай. Алло, все, ребенок счастливый, он кайфует, видит, что папа с ним. Подтверждение, да. Подтверждение услышал, 2 галочки зелененькие. Да. Продолжи дальше. Здесь ничего не случится, мир не Ничего рухнет. не случится, 100%. Но если мы скажем здесь, это не мешает, иди, вот там что-то рухнет. Там мир внутри ребенка рухнет. Да, то есть он в этот момент может там, для нас это типа, иди, а для него это может быть типа, Отвержение. мне со вот стороны если отца, с рисунком, да. он может там сделать ложный вывод, что условно мое творчество никому не нужно, Да. типа. И вообще оно вот не в тему может прийти к тому, что человек по итогу не будет там творчески как-то проявляться. Может быть. Поэтому вот с ребенком надо как хирург с скальпелем, да, вот так аккуратно все И каждый это на самом день. деле несложно. Вот то, что я сейчас рассказываю, это же простые вещи. Простые, да. Просто Но себе они, надо чуть-чуть напоминать да, и говорить, да. вот это мой ребенок, это мой аманат, это моя ответственность. И я за него отвечаю больше, чем за этих людей, которые сейчас на Да, телефоне, да, на эфире. Точно. Блин, прикольно. Мне нравятся вот такие, когда общественные стереотипы разрушаются, Мгм. и ты понимаешь, что, блин, а реально, почему я так на автомате делаю? Вот эти 100 человек реально же переживут. Переживут, А этот момент ребенок там, для него он супер важный. конечно. И в принципе, и там не пострадает, и здесь будет все супер. И ты, по сути, в этой ситуации поступил правильно. Да. Потому что как понять, ситуация правильная или неправильная? Наибольшее благо для наибольшего количества людей, да, если в этой ситуации есть, Мгм. то все, это правильная ситуация. Если его меньше, то это неправильная ситуация, да, скажем так. Да. В прошлом выпуске с Сабиной Тимиралиевой она очень щедро подарила для вас 10 подарков. 5 сертификатов в макаронную лавку, да, то есть вот 5 победителей, и 5 боксов, где очень вкусные сладости. Поэтому от души все для вас. В этом выпуске тоже будет 10 подарков, очень щедрых. Поэтому смотрите. Двигаемся дальше. Я буду делиться своими косяками. Возможно, Давайте. кто-то тоже в этом все увидит и возьмет для себя какую-то пользу. Вот, допустим, вот у меня проблема вечная перед сном. Я вот прям злюсь. Мы вот, короче, у нас режим. Они должны в 10:30 спать, ложиться. Потому что с утра я же их и бужу, и знаю, что если они не лягут в 10:30, все, завтра трагедия будет. Слезы и так далее. У нас идет там плавная подготовка ко сну, там и так далее. Спокойное Стараемся. бодрствование, да? Ну, Ага. не получается их успокаивать, чтобы Ага. они сидели в медитации. Они Да-да. бегают, играют, по-любому это нереально проконтролировать. Ну, потом вот так, все, легли, и вот они лежат, и ты лежишь. А еще так получилось, что мы немножко не продумали
в доме, и у нас мы, получается, с детьми спим. У нас такая двухъярусная кровать, и Мгм. мы с Кариной снизу спим, а наши пацаны сверху спят. А муж, ну, в этом благо, да, было, мы как-то с ними больше начали общаться, видеться. И мы вот лежим, и они начинают шевелиться. Мгм. И я делаю замечание, раз, типа, пожалуйста, ляжьте Так. спокойно. Уже придумал игру, типа, кто лег на спину и молчит, тому 10 баллов. У нас там всегда в Мгм, баллы мгм. есть оценка. И раз один такой лег, второй говорит, а мне сколько баллов? Я говорю, ну ты не лег. Он лег, все, 10 баллов. Но иногда они на игре, вот этом состоянии игры, они, короче, начинают не слушаться, особенно вот средний Тима. И я вот раз предупреждение, два предупреждения, три, и у меня потом чеку вот так срывает. И я честно скажу, я вот так вскакиваю прям. Там все, короче. И он пугается и ложится. Это эффективно. То есть Это работает. это работает. Да. Вот в этой... Я просто почему объяснил ситуацию, чтобы контекст был понятен. Вот что в этой ситуации, да? То есть правильного, неправильно и как в идеале поступить. Но опять же, если вы криком усыпляете детей, то в перспективе будущего какими они будут? Как это на них скажется? То есть они будут воспринимать, как бы, скажем так, какие-то поручения, какие-то еще Поручения, вещи. просьбу людей только через негативные Да, и будут трансляции. притягивать и собирать вокруг себя таких людей, Да. кто на них ругается. Да. Если им будут говорить спокойно, они не будут воспринимать. Если они крикнут, скажут, делай, да, они будут делать. То есть, условно, Потому что привыкли к этому с детства, да? отношения с женой могут быть из серии «когда хорошо не понимаю, надо довести ситуацию до аврала, да, негатива, и тогда я пойму». Вот так это может Да, проявиться. типа так. У меня вот есть друг тоже, не буду имя говорить, но он говорит, вот у меня вот жена, вот классно, она мне вот пинает, и я двигаюсь. Вот пока она вот, если она не будет пинать, короче, я не буду двигаться по жизни. Вот круто, что у меня такая жена. Я говорю, брат, блин, ну как тебе сама мысль, жена тебя пинает? Ну, как бы условно пинает, да, образно. Он говорит, она мне стимулирует, вот, типа, вот своими там претензиями, негативом, она подпинывает, и я двигаюсь. И я понимаю, что программа, она с детства тоже где-то заложена. Что тебя только пинками, короче. Может, даже сама эта формулировка фразы где-то, да, с детства была заложена. Тебе только пинками вот можно, не знаю, вдохновить или куда-нибудь там стимулировать на действие. Окей, что надо делать? Поэтому, если мы говорим про сон, да, я думаю, что это, в принципе, у большинства родителей проблема уложить ребенка Или и... ушатать его. Да-да-да. Уложить, Значит, ушатать. Режим первое, мы выбираешь должны... так каждый вечер. Ушатать. Мы должны понимать, для кого это проблема, что ребенок не засыпает. Ну и для Кому это него, проблему и для создает? меня. Для нас обоих. Кто напрягается? Я, Отец. да. Значит, это проблема для отца. Но завтра он же не выспится, и он будет Ну да. плакать. Да. Ну, это нормально, проявляет эмоции, плачет, не Да, хочет, да, да. да. Но кто напрягается в этот момент больше всего? Ну, окей, я. Отец, да, напрягается, вставайте, вы не просыпаетесь, надо ехать, там мы опаздываем и так далее. Значит, надо поработать над реакцией отца. Мгм. То есть очень часто, когда ко мне приходят, говорят, вот как вот ребенка сделать таким-то, таким-то. Я говорю, подождите, с ребенком вообще нормально, ничего с ним не делайте. Вы над собой поработайте над своей реакцией на поведение ребенка. Мгм. То, что вы кричите, когда ребенок там шевелится, да, ну, образно там, не ложится сразу, это же ваша реакция. Такая немножко негативная, с криком. Да, Значит, это ваша проблема, значит, вам нужно над собой поработать, да? окей. Это первое. То есть, почему я так реагирую? Какой у меня внутренний образ всплывает, да? Что меня триггерит в этом поведении? Потому что это, по сути, должно быть ненормальным, когда родитель орет на ребенка, Мгм. который просто не хочет спать, да? Да. Вот я сейчас скажу вам, Роман, ложитесь спать. Вы такие ляжете, но вы же не уснете сразу. И я начну орать, Роман, ну-ка спи. Потому что я так сказал, потому что так надо, например, потому что время там такое-то, да? Ну это же как-то будет странно выглядеть. Вот, поэтому первое, надо над этим поработать. Вот ваш психолог есть? Придите и скажите, вот какой-то триггер есть. Что мне триггерит в этом поведении? Но теперь, если брать не психологию, а брать уже педагогику, Реальную как, жизнь. как быть в другой ситуации, Да. как по-другому реагировать. Да. Окей, ты перестал орать, а как быть? Спать Да, же вот надо? кейс реальный, да, вот именно это. Я рекомендую придумать разные ритуалы. Ритуалы, которые дети будут любить, и ради которых они будут ложиться вовремя и будут засыпать вовремя. Допустим. Например, да, вот у меня дочка старшая, вот с детства она засыпает только после того, как я ей сделаю массаж. Да, это прям ритуал. Но я могу иногда, ну, как бы быть уставшим, если слишком поздно, скажу, Азире, я не буду сегодня делать, потому что уже поздно, ну, как бы ты не легла спать, а мне пора спать самому, например, да? А можно вот, например, какие-то практики, не как психолог семейный, да, скажем так, а Да. вот
Реальный такой, для реальных людей, короче. Нет, это все настолько элементарно Да. просто. Ну, массаж такой, чуть уже со звездочкой, мне кажется, задача. Почему? Ну, я не представляю. Ну, я А скажу если так, меня вот не будет? мой массаж Да. занимает по факту сейчас 3-4 минуты максимум. Мгм. Причем это комплекс. Это массажули, щикатули, щипатули, царапули, потрясули, животули, головули, бородули, подувули, обнимули, целовули. Это вот, Мгм. представьте, это комплексные действия, Да. которые быстренько сделал за 4 минуты, все, ребенок кайфует. Мгм. Все, она повернулась на бок и спит. Окей. Теперь второму массажули уже не канает. У него другой ключик. У Кайсара вот эта прям очень большая боль и страх ложиться одному. Я говорю, окей, Кайсар, если ты сейчас вовремя ляжешь, я полежу с тобой. Он говорит, папа, давай. И вот ради того, чтобы папа вот лег и обнял его, и он обнял папу, он все, он зубы почистит, пижаму переоденет, ляжет вовремя. Супер. То есть, по сути, вы, есть попадание под интерес, да, человека? Ну, Конечно. то есть ребенка. А вот можно сейчас накидать списком так примерно разные такие ритуалы ночные, Мгм. чтобы вот аудитория наша примерила это на себя, и потом, ну, как бы что-то зайдет, что-то нет. Универсальное решение сказать. Да. Все дети любят сказки. Мгм. Вот у меня в этом плане супруга очень мудрая. Она сейчас рассказывает сказки. Причем, как она классно сделала, она с помощью GPT Мгм. делает персональную сказку. Она вбила их имена. Айзере, Кайсар, Димаш, Ансар. И она говорит, придумай мне такую-то сказку, где они будут главными героями, там будет такая-то ситуация, там будут драконы, будут принцессы, рыцари и так далее, да? И теперь она читает им сказку, и они понимают, что это сказка про них. И мама своим ласковым, добрым голосом читает им сказку Мгм. с приглушенным светом. Они уже начинают потихонечку кимарить, засыпать. Но теперь что делает супруга моя, да? Если видит, что уже там время, грубо говоря, 10, а они еще бегают, прыгают и танцуют, она говорит, дети, хотите сказку? Да, хотим. Тогда давайте так, быстренько зубки почистите, пижамку оденьте и в кроватке. Я вам прочитаю. И вот теперь ради вот этого момента послушать от мамы сказку, где я главный герой, они все бросают, быстро убирают свои игрушки, чистят зубы, одевают пижамы и сидят как миленькие и ждут сказку. Окей, И супер. это вот есть уже спокойное бодрствование, когда ребенок уже не бегает, не прыгает, он сидит и потихонечку уже его организм успокаивается, да, эмоции успокаиваются, и после сказки уже можно спокойно их бай-бай, спи. Супер, супер. Классно. Может быть, он во время лайфхак. сказки уже заснет, да? То есть с помощью чата GPT прописывать сказку и читать ее. Персональные. Персонально, Классно да. же. Да, и это легко, можно там бесконечное количество этих сказок сгенерировать. И это так классно, особенно когда мама читает. Но если папа, это тоже круто. Ну, конечно. Я с детства помню, я придумал сказки. А сейчас Мгм. GPT помогает уже как бы Да, да, фантазию сильно не включать, да. уже да. готовые сказки. Супер, супер. В общем, опять же, надо просто чуть-чуть фантазию включить. Да, И- намерение даже, можно сказать. Да, посмотреть, что ребенку будет интересно. Ради чего он ляжет раньше? Прикольно. Не просто потому, что спать, потом завтра рано вставать. Это Ты будешь ныть снова с утра, будешь меня бесить, а мне этого не надо. Нет, ну ради этого ни один ребенок не замотивируется из-за этого. Да. Речь вовремя. А если покажешь мотивацию, которая для него будет привлекательна, он сделает все, чтобы это получить. 100% согласен. Супер, окей. Мгм, Сказка. Второе, массаж. мгм. Что еще? Полежать, Мгм. поболтать перед сном. Ой, как я люблю вот с детьми болтать, да? Я вот с Хайсаром, вот, с Азире я всю жизнь болтаю, ну сколько ей лет. Да. И с Хайсаром я вот начал практиковать, ему сейчас 5 лет. Это такие разговоры, какие он вопросы задает, как он разговаривает, как он свои мысли излагает. Мы однажды начали с ним разговаривать про Аташку, про моего папу. Его не стало 5 лет назад. И вот это такая вот магия, когда уже свет потушен, все спят, да, и вот мы лежим вдвоем. И он начинает говорить про моего Аташку. Расскажи про него. Я говорю, ой, он был такой классный, он 2 дома построил своими руками, он все мог мастерить, мог стулья, столы сам сделать. У него все вот всегда было идеально. А вот я говорю, не такой. Я какой-то чуть не хозяйственный, не могу лампочку вовремя не поменять, там плиту сам могу не заменить вовремя. Я говорю, вот почему-то мне не получается быть таким, как папа. Я так скучаю по папе. И я лежу, вспоминаю папу, я же тоже ребенок, да? И начинаю плакать. Я говорю, папа, ты плачешь? Я говорю, ага. И слышу, он тоже начинает плакать. Я говорю, ты тоже плачешь? Он говорит, тоже плачу. Я говорю, почему? Он говорит, я скучаю по Аташке. Я говорю, ну ты же его не помнишь, ты же был маленький совсем. Он говорит, да, ну ты же мне рассказываешь, я, говорит, как будто прям вижу, представляю. И мы вдвоем лежим и оба обнимаемся и плачем, Мгм. вспоминая Аташку. Я думаю, как это классно. И в этот момент ребенок понимает, что ему можно плакать, Мгм. ему можно проявлять свои эмоции.
Да. Отец рядом лежит и плачет. Мгм. Взрослый 36-летний мужик плачет, вспоминает своего папу. И все, это такая вот связь происходит между отцом и сыном в этот момент. Я прям чувствую, мы в этот момент, мы прям вот как единое целое. Мы как два вот прям такие ближайших друга, да? Которые без слов друг друга понимают. Мы там, не знаю, дыханием готовы, просто сердцебиение друг друга мы слышим, чувствуем в этот момент. Мгм. Да? И когда я скажу: Кайсар, закрывай глазки, спать, хорошо, спи. Он говорит: хорошо, папа. И все, и он тут вот так уснет. И я еще полежу, так посмотрю на него, так и спокойно пойду. Мгм. Мгм. Понимаете? Окей, понимаю, И это понимаю. в разы лучше и эффективнее, чем 2 часа или там полчаса там говорить: а ну-ка ляжь, ну-ка спи, глаза, сейчас откроешь глаза, я тебе по башке там дам, да? Зачем? Ну, блин, это так стрёмно. Это не то, что стрёмно даже с точки зрения психологии, это просто неэффективно, это не работает. Подавление просто. Да-да-да. Все принято. Третье — это общение. Да. Что еще может быть? Я предупреждал, что буду для нашей аудитории вытаскивать максимум. Ну, можно, не знаю, включить фонарик, телефон и там вот сделать, да? Чик-чик-чик. Какие-то игры такие спокойные, да, уже Мгм. условно? Окей, окей. Прям поиграть, когда Кстати, типа как давайте сказки. пятый вариант. У чата GPT спросить, кстати, тоже М. вариант. Мы даже тут накидаем варианты от него. Тоже, мне кажется, там Да. по-любому куча вариантов, чтобы именно ребенок успокоился, лег спать. Супер. Все, принято, классно. Забираю, буду применять Супер, от души. Классно. С такого косякового, то, что я делаю, в принципе, вот все, по сути. Но есть момент. Я мало, чисто по времени уделяю внимание. Ну вот, как есть. Кто сказал? А? Кто сказал, Кто? что мало уделяете внимания? Не, я вот сейчас скажу, это мое мнение, да, мало. То Ощущения есть, свои, да? да. Я вот с утра рано встаю, Да. тренировки, все, там до вечера я вот сейчас даже, да, я сейчас сколько уже, 7-8, я работаю, да, и такое часто случается. И я прохожу уже, ну, практически перед сном, и там чуть-чуть иногда, и то скажу сразу, не всегда играю с ними, я там в основном там в телефоне залипаю, хочу отдохнуть тоже сам. И мы там перед сном так чисто бытовые моменты, с утра отвожу их принципиально там тоже вот сам везу, у нас там свои тоже есть ритуалы. Ну, то есть времени по факту мало, вот. Это миф, что мало, или как, короче, вот не знаю, я почему-то ощущаю, что это мало. На этот вопрос сможет ответить только ребенок. М, Отдельно, вот перед сном полежите с Алимом, да? Скажите: Алим, вот твой папка много работает, ты же видишь, да, я столько там дел, проектов, у меня столько всего. Как ты думаешь, я достаточно времени уделяю или этого мало? Подскажи мне, пожалуйста, научи меня быть хорошим папой. Сколько мне времени нужно уделять тебе? Понимаете, вот мы очень часто ищем ответы на вопросы у экспертов. Самый лучший эксперт ждет нас дома, в кроватке офигеть. своей. И он же может идеи подкинуть. Он и идеи подскажет, и количество времени, и формат, да, и все, что нужно, он скажет. Проблема в том, что Блин, мы у них не спрашиваем этого. Прикольно, что законы жизни, они буквально одни и те же. То есть вот в бизнесе, да, как успешные самые компании, они очень много опрашивают своих клиентов. Да. Что вам нравится, что Да. вам не нравится. Да. И вот самые неудачные, они сами там. Мы знаем, Да. тут так, тут здесь. Да. И по сути сейчас тут то же самое. Это такой каздев называется, да, то Каздев. есть типа Семейный каздев. семейный каздев можно делать. Причем, что интересно, Алим скажет: пап, да мне 5 минут в день нормально пообщаться. А Тима скажет: пап, мне нужно полчаса. Вау. И у каждого будет свой запрос, да? Можно мы тут сгенерируем от чата GPT вопросы, которые можно задать, как бы сделать такой семейный каздев своим детям? Это же капец. Нужно задать своему сердцу вопрос: что мне сказать сыну? Какие вопросы задать? Пусть это будут самые простые, банальные вопросы. Алим, сыночек, как ты думаешь, сколько времени вот в идеале было бы с тобой проводить, учитывая, что у меня работа, проекты, да, другие дела, и спорт, там, отдых. Ты же очень мудрый парень. Подскажи мне, сколько времени и как мне с тобой время проводить? Все, не надо вот этот прям супер каздев создавать, да? Опрос из 15 там вариантов, потом анализировать через, там, не знаю, какие-то там системы, программы. Просто, Алим, подскажи мне. А я постараюсь сделать это. Да, и все. Принято, все, сделаем. Блин, гениально, спасибо. Надо упрощать. Насчет времени принято. Теперь касательно вот какие-то лайфхаки, рекомендации. Вот уже исходя из опыта, да, ну сколько, наверное, сессий, сколько клиентов, сколько детей прошло, можно вот выдать базу. Вот типа вот это надо, вот это надо, вот это надо, вот это надо. Я дам одну только рекомендацию. Быть родителем
это профессия. И этой профессии нужно учиться. Вот вы в универе на кого учились? На бухгалтера. Вот сейчас, будучи там бизнесменом, блогером, вы дофига курсов прошли, наверное. Да, Форумы, конференции, да. там инфобизнесмены, Дубай там и так далее, да? А сколько курсов вы прошли про осознанное отцовство и родительство? А сколько книг вы прочитали про воспитание детей? Я, кстати, вам свою книгу отправлял. Мгм. Где-то у вас лежит там, наверное, полиция. Да. Но какими книги про инфобизнес почитали, да? По бизнесу только так. Не надо искать лайфхак. Быть родителем — это профессия, так же, как быть бизнесменом, инженером, врачом, там, да, учителем, экономистом, бухгалтером. Но это самая важная, самая сложная, самая непонятная профессия. И самая ответственная. Там цена ошибки, ну, в принципе, не так велика. Ну, уволят тебя, пойдешь на другую компанию работать. Ну, там обанкротишься, другую компанию откроешь, да? Цена ошибки в воспитании детей, она намного выше. Это, возможно, травма, которая всю жизнь будет мешать ребенку жить полноценной, счастливой жизнью. И сколько ошибок мы совершаем. Сколько суицидов в Казахстане. Мы до сих пор в топ-3 мировых стран по детским подростковым суицидам. Детям жить не хочется рядом с такими родителями. Они настолько забиты эмоционально, физически, психологически. Они думают, нафига мне жить? Не прикольно жить. Чем всем что-то должен, обязан, там виноват, там косячник. Со всеми сравнивают. Все дети идеальные красавчики, жұрттың балалары, көршінің баласы, маманың, там, подружканың баласы идеальные, и я весь какой-то тупой, лентяй, безответственный. Нафиг так жить? И идут, умирают. Я вот не знаю, я недавно на той неделе встречался тоже с одним экспертом по детскому именно развитию. Мгм. И он, такой был момент, мы сидели в кафе, он занимается тимой, мы Ага. ему передали, он им занимается. Так. И такой момент произошел интересный, мы сидим. Ух Ого, ты. это вот такая молния. Еще снег идет. Да, еще снег И идет. гром, да? У нас тут эти драма, накаляется все. Офигеть. Ну, короче, мы сидим, и он вдруг раз так разворачивается, и у него слезы на глазах, он на меня смотрит, говорит, я вообще эту тему хочу двигать. Я, говорит, мне так больно смотреть на детей. Мне так больно, и он прям плачет. Я сижу аж такой, ого. Ну, это было очень искренне. А он кто, в смысле? А? Он кто? Он именно эксперт по детскому развитию. А, прикольно. Да. Мы общались с ним, и я говорю, блин, это же так. Он мне там по теме давал советы, я Ага, сейчас о них тоже расскажу, гениальные. Классно. И он в конце аж заплакал от того, что, говорит, Мгм. мне так больно общаться с детьми и знать, что у них дома происходит, и понимать, что я не могу перестроить дома, да, какие-то Да, моменты, да, там, влезть в семью, сказать, так нельзя, тут так. И, говорит, так больно. Ну, вот то, что вот тоже говорите, Да, то, что да. именно вот это ужас. По сути, да, как я понял, да, эти слова, что мы думаем, что как будто бы вот родив ребенка, типа, на этом все. И дальше все на самотеке как-то вот так сложится. Как-нибудь воспитаются, вырастут. Но при этом, допустим, мы когда бизнес открываем, мы же не относимся к нему так. Мы Конечно. щепетильно относимся. Мы изучаем эту сферу, ту сферу, команду, там, не знаю, маркетинг, там, систему. Ну, то есть мы углубляемся в каждое направление бизнеса, допустим, да. А тут ребенок, типа, ну, он вот как Бог даст, там вот так как-то вот там Да. все само вот вырастет. Я даже вспомнил, меня однажды пригласили на бизнес-форум в Турции, в каком-то городе, в Анталии, что ли. Говорят, там будет там Маргулан Сисимбаев выступать, еще другие спикеры. Мы хотим вас спикером пригласить. Я говорю, а почему тут я? Это бизнес-форум, у меня вообще тема семьи, да, воспитания. Они говорят, ну что-нибудь придумайте, но это полезно бизнесменам услышать. Ну что там, пару слов там про бизнес расскажите. Я говорю, окей. И я назвал тему «Семья как бизнес». И я привел такую сравнительную таблицу, как устроена современная семья и как устроен бизнес. Я показал, что это в принципе похожие модели. А можно так примерно параллель эту провести, рассказать? И там есть структура, да, организационная структура. Да. Кто в бизнесе главный? Владелец. Мгм. Кто принимает решения, самый главный? Так, кто Ну, руководит? владелец, руководитель, да. Руководитель, да? Да. Гендир. Мгм. Да. А кто в семье главный? Ну, родители, мама, папа. Ну, если два руководителя в компании, может быть? Нет. В семье кто главный? Щас Опасно, то вообще Карина услышит, да? Опасный вопрос, опасный. Ну, не знаю, наверное, мама. И вот тут я тоже сказал на этом тренинге, говорю, главный — это мама. Все такие, как так? Я говорю, ну смотрите, в бизнесе есть гендир, он главный, да, на операционном управлении. Да. Но, как вы вначале сказали, есть еще кто? Владелец. Владелец, учредитель. У него
свои права, свои полномочия, но он владелец он инициатор и создатель компании. И он отвечает как бы за финансирование, да, Да, изначальное, чтобы компания за не... Да, стратегию, да, да, да. за безопасность. Он головой отвечает за нее в Да, итоге. да, да, да. Также, говорю, здесь есть мама, да, она главная за операционное управление в семье. За питание, там, за детей, может быть, да, за какой-то быт, ремонт, там что-то такое. Традиционно, да. Да. Но есть папа как учредитель, именно он придумал создать семью. Прикольно. Именно он сказал ей, а давай поженимся. Отец в этой структуре, в моем понимании, да, отвечает за финансирование семьи, за стратегию. Вот можно сразу тут провалимся вот в этот Да, вопрос. да, да. Стратегия для семьи есть? Есть. Как это делается? В компании в идеальном формате должна быть миссия. Да. И стратегия, как к этой миссии прийти. Не, есть миссия. Да. Это в целом как Ради такое чего компания живет? духовная идея, почему Большая мы идея, существуем, да. идея. Потом есть долгосрочные цели, более Большие твердые, цели, да, коммерческие да, цели. да. Там столько-то продаж, Да, столько-то. да, да. Тут как? Вот то же самое в семье. Ну-ка. Миссия. Ради чего я создаю семью? Это моя миссия или миссия нашей семьи? Почему Это мы миссия живем? семьи. Ради чего я решил создать семью? Так. Потому что мама сказала, Арманчик, пора жениться. Или потому что так принято, мне там 23 года, пора. Или потому что иначе я буду как-то немножко стрёмно смотреться на фоне своих друзей. Да. Почему? Зачем семья? Казалось бы, такой банальный вопрос, но когда я спрашиваю у людей, зачем вы создаете семью, люди не могут ответить. Да. Я Ну, тоже говорят, сейчас- чтобы дети, потомство. Я говорю, Да, нафига да, да. потомство? Ну, зачем? Можно и без потомства жить, наверное, да? Да. Неужели только ради потомства? Нет. Ну, чтобы, как это, и начинает плавать. Я помню, где-то в ТикТоке видел ролик, прикольный такой, подходит к мужику, какая-то старая запись, и говорит, а вот зачем вы женились? Он говорит, ну как зачем, зачем? Раз такой, и тут у него такое лицо. Вот вы найдите этот ролик, пожалуйста, Да, да, ставьте. да, да, да. У вас есть семья, да? Конечно. А зачем? Ну как это? Зачем? Ну, это же... Он реально такой задумался, типа, блин, а зачем я женился, да, и пригрузился. То есть задать себе вопрос, зачем мне семья? Окей. А Зачем можно я вот создаю? на примере вашем, да, чтобы наглядно было? Ну, я как человек верующий, да, я все провожу через фильтр веры. Я понимаю, что эта жизнь для меня, это не есть весь смысл жизни. Это только маленькая часть из вечной жизни. Это этап, после которого наступает вечная жизнь, но она может быть либо в негативном ключе, либо в позитивном ключе. Да? Я понимаю, что моя семья помогает мне увеличить шансы попадания вот сюда. Если рядом со мной жена, то я уже, получается, обезопасен от того, чтобы, там, не знаю, заниматься распутной жизнью, да, как минимум. Когда рядом жена, у меня уже стимул больше трудиться, работать, приносить пользу обществу, зарабатывать деньги, да. Когда рядом есть дети, опять же, они же маленькие учителя, они учат меня быть еще лучше, справедливее, добрее, смиреннее, покорнее. Смотря на детей, я понимаю, как надо уповать на Всевышнего. Так как дети уповают на родителей, они же не боятся, маленькие дети. Вот ваши 3 пацанов, они не боятся, будет у них хата или не будет. Будет ли у них образование, не будет. Есть ли еда в холодильнике. Они знают, что все, пап, мама есть. Они не парятся. Да? И в этом плане семья Прикольная увеличивает параллель. вероятность Шансы. того и шансы того, что ты попадешь туда. Окей, супер, принято. Все. И это вот моя миссия, да? И я Окей. понимаю, что это ответ на вопрос, зачем? Да. Один, и я в зоне О, риска. Круто. Ну, это реально же сразу вдохновляет. То есть не просто типа, это мои дети, семья, да, сейчас уделите внимание. А это Мгм. все смысл, зачем? И вот Супер. представьте, когда он и она на этом смысле сходятся. Давайте вот этот момент зафиксируем. Блин, это ключевой момент. Миссия семьи. У меня появлялась такая миссия, она была, и она сработала, но на уровне вот только наших договоренностей с Кариной. То есть вот эти моменты были. И это реально вот так работает. Мы еще раз этот момент перепишем, Теперь продумаем. стратегия или большие цели, да? Да, Это вот. значит, если мне Всевышний дал семью, Да. значит, есть моя роль как сына, есть моя роль как мужа, моя роль как отца. И теперь в этих 3 ролях я должен проявляться максимально эффективно, чтобы Всевышний был доволен мною и сказал, Арман или Асхат, ты живешь правильно, ты свою роль правильно выполняешь,
да, тебе там дверца готова, например, да? А как эти роли эти выполнять? И вот он теперь говорит, что жена твоя половинка имана. Иман это тоже это ключ к воротам рая. Да. И вот половинка ключа в руках твоей жены. Теперь, если у нее ключ от ворот в рай, да, то как я буду к ней относиться? Буду ли ее бить, унижать, оскорблять свою жену? Нет. Я буду максимально заботиться о ней. Если рай под ногами моей мамы, как я буду к маме относиться? Буду говорить, туф, мам, запарила там, что ты там? Нет, я буду максимально, да, проявлять себя смиренно, да, покорно и делать все, чтобы мама и папа были мной довольны. Потому что довольствие родителей, довольствие Всевышнего. Как я буду относиться к детям? Да, в одном из хадисов сказано, что лучшее, что вы можете дать своим детям, это хорошее воспитание. Не машину, не квартиру, не наследство, там еще что-то. Хорошее воспитание. Дай воспитание, воспитай детей. А что такое воспитание? Ну вот это хороший вопрос, да. Гуманная педагогика так говорит. Воспитание от слова питание. Если расшифровать полностью, это 3 части. В ось питания. В ось. Что такое ось? Это некий стержень, некая основа. И воспитание — это напитывать эту ось своей любовью, своей добротой, нежностью, заботой, вниманием. Да. И когда ты напитываешь ребенка, у него внутри стержень. Может быть, внешне он кажется таким хрупким и нежным. Вот мои дети так выглядят в обществе. Мне говорят, Асхат, ты готовишь детей к нереальной жизни. Я говорю, нет. Я верю, что внутри у них очень крепкий стержень. Их какие-то события в жизни не должны сломать. А многие родители пытаются воспитать ребенка внешне твердым, но внутри сломленным. хрупким. Офигеть. И любой катаклизм, бам, ломается человек. Все, он в апатии, он в депрессии, он пошел, спился, не знаю, там, закурил, там, наркотики начал употреблять. Хотя вроде такой внешний капец мощный, слаженный. Поэтому гуманная педагогика про это. Офигеть. По сути, воспитание — это про сильное наполнение внутреннее, которое даже если во внешнем мире проявляется как мягкость, но по факту это именно внутренняя наполненность. Вот когда ты убежден, что тебя любят, когда все это, ты даже внешние какие-то случаи воспринимаешь мягче, по сути. Это как безопасность для взрослого человека, ощущение безопасности, да, по сути. Вот у меня дочка, она самая маленькая в классе. Самая нежная, такая маленькая, хрупкая девочка. И я помню, после 3 класса, кажется, когда я приехал в школу за дочкой, классный руководитель говорит, а можно я кое-что расскажу про Азире? Я говорю, да, конечно, мы с супругой приехали. И она говорит, такой был интересный случай. На одном из уроков, который проводил другой учитель, весь класс шумел, не слушался, плохо себя вел, и она пошла и вызвала классного руководителя. И говорит, вот класс вот с ума сходит, успокойте их. Та пришла и начала выяснять, в чем проблема, и говорит, кто начал первый. И весь класс начинает друг на друга спирать. Это он, это она, это. Друг на друга скидывает стрелки. А моя дочка Азире, она любимица у этой классного руководителя. И она говорит, Азире, айтшы маған, бірінші кім бастаған, кто первый начал? Скажи мне честно, чтобы сейчас вот мы не спорили. И Азире встает и говорит, апай, я не могу сказать плохо про своих друзей. Я не скажу, кто первый начал. И учительница мне рассказывает это и говорит, мне так стыдно стало в этот момент, что я попыталась сейчас устроить допрос, да, и вычислять там, кто самый-самый плохой в этом классе. И я, говорит, остановилась, сказала, ладно, все, больше не шумите, и ушла. В смысле, что эта девочка преподала ей очень сильный урок. И я потом начал размышлять и подумал, по идее, если она в статусе любимого ученика, к ней обратился взрослый учитель, который имеет власть над классом. Да. И представьте, сколько нужно было иметь внутреннего силы внутренней, да, уверенности, чтобы противостоять вопросу взрослого и не сделать то, что она просит. Она сказала, я не расскажу. Не побояться потерять свой статус, свое место в глазах учителя, да? Она сказала, я не скажу. Я не могу говорить плохо про своих друзей. Вот это было для меня первым подтверждением, что стержень есть. И таких подтверждений много, которые я сейчас начинаю находить, когда дети подрастают. Супер. Внешне просто одуванчики. Да. Внутри стержень, да? Вот гуманная педагогика про это. Воспитывать так, чтобы напитывать своей любовью, уверенностью. Все, я понял. И вот возвращаясь к нашей теме, долгосрочная цель, какая может быть у семьи? Ну, наша картинка, что мы все в раю, в большом доме, все вместе, и все дети этого хотят. Они уже представляют, говорят, а папа, а там вот так вот будет, а мы будем играть? Я говорю, будем играть долго, много. Они верят в это искренне, они видят эту картинку. Я говорю, нужно быть хорошим человеком. Нужно помогать людям.
нужно помогать маме, не ругаться с ней, да, слушаться мамочку, что мама была довольна вами. Нужно хорошо учиться, не обманывать. И все, вот я начинаю теперь расшифровывать пошаговую инструкцию, как туда нам всем попасть. Я говорю, там я не буду работать, я буду каждый день с вами. Он говорит, каждый день? Я говорю, каждый день. А для моих детей вот время с папой, это вот как бы, ну, это большая мечта, что папа вот целый день был с ними. А можно вопрос? А теперь вот, ну, если параллель с бизнесом, там же есть краткосрочные цели, там Да. планы на месяц, на 3 Мгм, да, месяца и да, так да. далее. А тут Теперь, да, как? в какую школу отдать, в каком Да, городе жить, да. какое увлечение выбрать, хобби, спорт. То есть я как отец продумываю эту стратегию, определяю бюджет и запускаю этот процесс. Моя жена помогает мне реализовать этот план. То есть она как гендир в нашей компании. Я как учредитель компании. Я создаю максимально крутую систему мотивации, Мгм. Ну, условия, которая да. стимулирует развиваться, да, и достигать каких-то целей. В бизнесе бывает так, что ты KPI не ставишь, говорит, просто иди делай то, что тебе говорят. Не учитывая сильных сторон, его талантов, его там, не знаю, характера, да? А можно придумать так KPI и поставить людей по таким местам, чтобы все кайфовали и приносили максимальную пользу. А дети — это сотрудники, получается. Дети — это типа сотрудники, да. 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 И у которых есть суперсилы, и тебе Да. нужно их как оргструктуру правильно расставить, Надо чтобы найти эту каждый сильную выполнял сторону функции. и найти применение этой силы. И усилять эту силу, развивать ее, А вот сотрудники же помогают к цели прийти. конечно, То есть это же общими усилиями. конечно. И тогда получается, что у детей тоже есть цели, и они должны их выполнять. Да. То есть, типа, условно, это оценки, это определенные действия, поступки, и раз в месяц вы делаете план Честно, факта такой. Вот дочка в 5 классе, я не знаю, какие у нее оценки. Я не знаю, какие у нее вообще... Мне жена иногда рассказывает, а я там узнала, что, оказывается, там 4 есть, там, да. Я такой, ну прикольно. Я никогда не заходил в Кундилик. Для меня оценки не являются целью вообще. Да, это не главная метрика жизни, 100%. Но чтобы в школе ей было интересно, чтобы она что-то узнавала новое, для меня это метрика. Я спрашиваю, Азире, что было сегодня интересного, что ты сегодня узнала? Расскажи мне очень интересно. А можно вопрос? Если семья и бизнес — это, ну, что-то похожее, то в бизнесе есть ключевые метрики, да? Да, Это, да. допустим, там NPS, ну, там, это вот уровень удовлетворенности клиента, да, продуктом, там, ну, и такие разные вещи. Вот в семье какие метрики должны быть, ключевые? Давайте вместе придумаем метрики для семьи. Давайте, да. Потому что я вот слышал у Маргулана Калиевича, он говорит, метрика счастья — это благодарность. То есть, если ты благодарен, все, значит, ты счастливый. Да, Всё. машаллах. Вот как в семье? То есть, какие там должны быть показатели? В отношении детей. Сейчас не берем отношения, это отдельная тема, да? Это глубокая отдельная тема. Детей, родителя и ребенка. То есть, допустим, давайте я буду с бизнес, да, и Да. тут будем параллель проводить. Ты в отношении сотрудников замеряешь ENPS. Это сейчас расшифруем тут. Ну, короче, грубо говоря, внутренняя удовлетворенность сотрудника, Да. компании Мгм. и руководителя. Тут Да, что, да. тогда тоже можно замерять? Можно? Ну, опять же спросить, все ли окей, хороший ли я папа? Подскажи мне, как мне быть еще лучше? Это тот самый КСДФ, по Да, сути, да, тот да. семейный. Вот Окей. и тот самый ENPS, да? Теперь ты слышишь от учителей, от родителей, там, детей, с которыми учатся твои дети, да, от соседей, как они говорят о твоих детях, О, супер. как они проявляются в их глазах. Мгм. Если есть жалобы на то, что они плохо себя ведут, там, невоспитанные, огрызаются, не улыбаются, не здороваются, значит, это вот уже показатель. Что-то там они не то делают в этом мире, да? Если же я слышу позитивные отзывы о детях, значит, что-то там правильно делают. Окей. То, по сути, я думаю, достаточно. Если, по сути, замерять постоянно уровень удовлетворенности их тобой как родителям, Да, то, по сути, ты всегда, ты значит, правильно все делаешь, если все там окей. да, Если нет, то нет уже, соответственно. да. Это Прикольно. вот второй пункт про миссии, помните, да? И третий пункт про безопасность. Вот мы, отцы, очень важный момент, что мы создаем атмосферу справедливости и безопасности. М. Это не ответственность мамы. Гендир за это не отвечает. Вот учитель он говорит, ребят, работайте, живите, все нормально. Может быть, я не всегда дома, но я сделал все, чтобы вы были в безопасности, где бы вы ни были. Чтобы вы были сытые, одетые, обутые, была крыша над головой, чтобы вас никто не обидел. Если будет какая-то несправедливость, я приду и я решу эту проблему. И это ощущение, оно очень важное. Вот, допустим, у вас только сыновья, у меня есть дочка, да? И я понимаю, насколько важно дочери Безопасно. жить в состоянии безопасности и в ощущении, что есть кто-то, кто тебя всегда защитит, прикроет, укроет и защитит от всего зла в этом мире.
Насколько эта девочка растет спокойно, умиротворенной, да, Конечно. счастливой. И вероятность, что в ее жизни будет адекватный мужчина, она сильно повышается. Не Конечно. будет качелей, вот этих всяких там абьюзеров там и Да. так далее. Блин, это настолько все влияет, да, оказывается. Поэтому, когда говорят, все идет из детства, по сути, ну, отчасти это правильная фраза. это Да, правда, да. это правда. Программы закладываются в детстве. Ой, И мы с этими программами потом живем всю свою жизнь. спасибо. Так, что бы я добавил бы, да? Мне кажется, было все хорошо. Да. Я думаю, что Вот этот запрос, чтобы было на раз, два, три. да, Получилось? вот получилось точно, но думаю, зрители тут лучше скажут. Напишите в комментариях, получилось ли у Асхата, да, у меня там смодерировать этот разговор и сделать его полезным. Напишите свой инсайт и как вы будете его внедрять в жизнь. И за это мы подарим вам от Асхата, Книжки. да. Первая какие? книга называется «Мой маленький учитель». Это книга о том, чему нас учат дети. Это вообще художественная история. Она описана, ну, с моей, наверное, историей моих взаимоотношений с моей дочкой. О, супер. Там, в общем, такая история, она чуть фантастическая, что дочка маленькая рождается в семье, и когда исполняется годик, она начинает разговаривать с папой, как взрослая, и учить его, как жить в этом мире. А у него был такой блокнот ежедневный, где он записывал свои вопросы, и он говорит, блин, я не знаю, как быть здесь, как там, как там. И она однажды его увидела, полистала, и когда я был... Я так, чуть спойлер, да, сделаю, чтобы заинтриговать, когда был день рождения, ей исполнился годик, папа говорит, загадай желание. Жена говорит, а что она маленькая, годик, какое желание? Он говорит, нет, она все понимает. И вот как будто дочка что-то загадала, и рядом бабушка говорит, аминь. И утром дочка начала разговаривать с папой. И она говорит, пап, я загадала, что Всевышний дал мне возможность говорить с тобой. Она говорит, мы дети, мы умеем говорить, мы все понимаем, мы все знаем, но нам запрещено до определенного времени разговаривать с вами. Мне попросил разрешения, чтобы у меня была возможность поговорить с тобой. Потому что я вижу, что я увидел в твоем блокноте очень важный вопрос, я хочу помочь тебе. И теперь они каждый день прогуливаются по парку, и она ему рассказывает, отвечает на его вопросы. И там, ну, как бы очень интересная история. Люди там многие плачут, прям это... Вторая книга называется «5 последних свиданий». Это продолжение первой книги, и она описывает взаимоотношения мужа и жены. О, ничего себе. Вот сейчас у нас очень много разводов в Казахстане. Да, это же, по-моему, мы там в каком-то тоже списке. Ну, опять же, топ-2, топ-3, да. И в этой книге тоже описаны инструменты, даже больше не инструменты, это первое, наверное, дает осознание того, что мужчины не понимают в женщинах, что женщины не понимают в мужчинах, и где вот этот конфликт происходит. То есть я не стал там очернять мужчин, что мужики все козлы или что женщины сами виноваты. Я просто показал, раскрыл мысли обеих сторон. И вот многие женщины, которые читали книгу, говорят, Асхат, ну, такое ощущение, как будто вы женщина, откуда вы знаете, что мы думаем? Я говорю, ну это результат, наверное, 10-летней работы, когда огромное количество женщин приходили ко мне со своими историями, переживаниями, претензиями к мужьям, к детям. Закономерности, да, короче, Да, выявлены. и там, в общем, Окей. семья на грани развода. Мгм. Он хочет сохранить семью, она говорит, типа, все, до свидания. И он говорит, ну, давай что-нибудь сделаем. Она говорит, ладно, давай 5 встреч я тебе дам, чтобы просто мы мягко расстались. И теперь у Офигеть. него челлендж, вот 5 последних свиданий, во время которых он должен что-то создать, сделать что-то, чтобы сохранить семью. Капец крутая концепция. Получится или нет, вы узнаете, прочитав эту книгу. Супер. Да. Сколько можем подарить таких Ну, книг? 5 первую книгу, 5 книг вторую. Все идеально. То есть 10 победителей в следующем выпуске получат эти прекрасные книги. Да. И пусть это будет первым шагом в изучении профессии родителя. Да. Хотя бы 1-2 книжки начните читать. Это на самом деле интересное обучение. 100%. Говорить, что да, зачем учиться, я сейчас на практике научусь в практике, да, ну, цена ошибки очень высока. Мы же не можем пойти, не знаю, оперировать там скальпелем человека. Просто так. Ну, сейчас научусь по ходу, там, вырежу там что-нибудь, да, на место пришу. Нельзя же так. Нет. Мы должны научиться этому. Мы не можем... Да мы везде так относимся Да, щепетильно, кроме этой сферы. В бизнесе мы вкладываемся, мы инвестируем в свои знания. Здесь почему-то мы этого не делаем. И, кстати, если позволите, я вот чуть-чуть призову, наверное, родителей. Сейчас я каждый год провожу турне по городам Казахстана. И сейчас вот 3-й уже год турне. Оно сейчас в процессе. Поэтому приходите. Тема этого года называется «Искусство диалога. Ключ к сердцу ребенка». Вот в каждом городе, 14 городов Казахстана, вот собираются родители осознанные. Поэтому, пожалуйста, не пропустите. Пусть это будет 2 часа инвестиции в вашу профессию Супер. родителя. Я думаю, надо подписаться просто на Асхата, и там уже будет информация. Да. Супер. Спасибо большое. Мы вначале, вот до того, как сели записывать подкаст, поставили намерение, чтобы этот подкаст стал причиной сдвига вот в родительстве большого количества людей. Да. Я, ну, по моим личным ощущениям,
чувствую, что это намерение сбылось, потому что та наполненность, концентрация, без лишней воды, просто суть, получился просто кайф. Я очень кайфанул. Рахмет. Арман, я хочу сказать еще следующее, что вы классный папа. Я вот наблюдаю в Инстаграм за тем, как вы общаетесь. Это без слов понятно. То, как вы нянчитесь, как вы смотрите на детей, как вы с ними общаетесь. Это, может быть, этого не так много. Мгм, Может, это буквально там 5 минут в день, мгм. но иногда эти 5 минут дороже, чем 10 часов нахождения рядом, просто сидя в телефоне. Поэтому я как человек, который общается с огромным количеством людей, да, я хочу сказать, что вы классный папа. То, что вы эти темы поднимаете, да, развиваете, это очень круто. Поэтому продолжайте в том же духе. Я Да. думаю, что дети, вырастая, когда вас не станет, да, когда будут спрашивать, каким был папа, они скажут, папа был самый крутой. Он был такой веселый, интересный, идейный, креативный, такой, Аминь. не унывал никогда, всегда двигался, развивался, там, спасал мир, помогал людям. Вот, мне кажется, вот вы в сознании, воспоминании детей будете таким вот супергероем. Аминь, аминь. Поэтому никакого чувства вины и всем, кто Только говорит вам, работа. не надо говорить, что ой, я что-то не то делаю, Да, я да, плохой да. папа. Разочаровываться после этого выпуска в себе не надо. Наоборот, надо, да. если увидели точки роста, вот надо так Применяйте, да, воспринимать. да. Надо радоваться, что вы после этого выпуска осознали, и вы уже 1% родителей этого мира, которые это Да. понимают. 100%. Да, и вы классный муж. Я прям честно, иногда, не скажу, что всегда, но пару раз в молитвах я упоминаю, чтобы вы с Кариной вот сохраняли свою семью, О, отношения, спасибо. потому что на вас смотрят миллионы. В прямом смысле миллионы молодых людей смотрят на вас, и вы как некая надежда на то, что есть хорошие семьи, и есть сценарий, где муж, жена, они рядом, друг друга любят, несмотря ни на что, поддерживают, несмотря ни на что, как бы сложно не было бы друг с другом, да? Поэтому вот вы не просто там два крутых блогера, миллионника, да? Вы, по сути, некая ролевая модель, поэтому я хочу пожелать вам вот терпения, да, не останавливаться и все время помнить, что на вас смотрит молодежь, на вас равняются, да, и вы, по сути, такая некая ролевая модель. Поэтому пусть Аллах будет Будем доволен рады. вами, пусть даст Аминь. вам баракат во всех ваших делах, проектах. То, что вы делаете, вы, ну, прям, это круто. Вы войдете, наверное, в историю Казахстана, Аминь. как Дай люди, Бог. которые несли большой вклад в развитие нашего общества. И Дай пусть этот Бог. подкаст тоже будет таким вкладом. От души. Спасибо.